Знаменитые атланты Санкт-Петербурга, которые поддерживают портик Нового Эрмитажа. Официальная наука оставила такую историю возникновения этих скульптур. Автор проекта здания Нового Эрмитажа, архитектор Кленце, в 1843 году представил на рассмотрение комиссии по восстановлению Зимнего дворца два рисунка портика с кариатидами и атлантами. По соображениям приличности решили выбрать атлантов. Прототипом послужили фигуры древнегреческого храма Зевса Олимпийского в Аркаганте около 480 года до нашей эры. В соответствии с замыслом Кленце, скульптор Гальбик выполнил уменьшенную модель в виде мужской фигуры атланта. Модель из Мюнхена была прислана в Санкт-Петербург. В 1846 году Теребенев изготовил модель атланта в натуральную величину, которая в итоге и была принята. Член комиссии архитектор Стасов настоял на том, чтобы поверхность скульптуры была глянцевой. Изготовление всех фигур велось под руководством Теребенева в течение 2 лет. Ему помогали около 150 камнетесов, каждый из которых занимался своей частью – руками, ногами, торсом. Лица Теребенев заканчивал собственноручно. Фигуры были установлены к 1 сентября 1848 года. Кленце, в изданном им в 1850 году к окончанию строительства Нового Эрмитажа, писал: «Красота и благородный стиль этих скульптур, чистота и тонкость работы и блеск полировки не оставляют желать лучшего и позволяют заявить, что если египетские фараоны выполняли свои монолитные колоссы, то эти келомоны для Крайнего Севера ничуть их не хуже». Конец цитаты. Помимо этой официальной версии, существуют альтернативные версии строительства этих скульптур. Самая популярная из них – это божественное происхождение. Вот прилетели боги, распечатали эти скульптуры на огромном 3D-принтере и улетели. И кроме этих скульптур ничего после себя не оставили. Единственный аргумент этой версии – вздохи о том, что такие скульптуры сделать просто «не могли» в кавычках. И удивительная одинаковость этих произведений, как будто сделанных под копирку. И вот здесь у этой версии возникают проблемы. Дело в том, что люди измерили в обхвате ступни разных скульптур, сравнили мелкие элементы и выяснили, что скульптуры хоть и похожи, но отличия в размере и деталях исполнения есть. И этот факт, который может проверить каждый, полностью разносит версию 3D принтера. Этот ролик – это продолжение серии роликов про мраморные и гранитные произведения Санкт-Петербурга. Не хочу здесь во многом повторяться, поэтому если при просмотре этого ролика возникнут вопросы, рекомендую посмотреть предыдущие выпуски. В этом ролике я постараюсь ответить на вопросы, которые возникли в предыдущих. К официальной версии изготовления этих скульптур тоже много вопросов. Не осталось сведений о том, что Александр Иванович Теребенев до проекта портика Нового Эрмитажа изготавливал скульптуры из гранита. Были произведения из мрамора, скульптуры из чугуна, как, например, эта статуэтка Пушкина, но все известные изделия из гранита, а их буквально несколько, были сделаны после атлантов портика Нового Эрмитажа. Неужели мастер, который ни разу не работал по граниту, мог собственноручно вытесать лица атлантов в естественном камне? Пожалуй, это самый ответственный момент в этой работе. По этому проекту очень мало письменных источников. Часто описания впервые появляются спустя 20-30 лет после события. И что характерно, в таких случаях сложность композиций практически всегда объясняется увеличением количества камнетесов. Уже 18 ноября 1845 года Александр Теребенев за глиняную модель атланта был удостоен звания академика. Однако лишь в 1849 году замысел скульптора был полностью воплощен в действительность. Перевод глиняной модели в гранит оказался делом необычайной сложности. С подобными работами русские резчики никогда не сталкивались. Я занят колоссальными моделями ваятельных работ и в первый раз вводимым в России производством оных из сердобольского гранита, пишет Теребенев в октябре 1845 года. Что значит в первый раз вводимом производстве из сердобольского гранита? Эта заметка заставила меня искать другие ответы, нежели верить версии, что эти статуи просто вручную долбили молотками 150 камнетесов в течение 2 лет. В прошлых роликах я уже упоминал о том, что были технологии, которые позволяли производить не только искусственный мрамор, но и такие камни, как яшма и гранит. С другой стороны, здесь упоминается глиняная форма в натуральную величину. А теперь у нас есть техническая задача. Имеем скульптуру из глины и раствор из искусственного камня. Как нам изготовить форму для нашей скульптуры? Точнее, нам нужна технология, как сделать копию скульптуры из глины. И как оказалось, такая технология была. В 1835 году изобретателем Борисом Семеновичем Якоби была изобретена гальванопластика.
Запомните это слово. Сейчас оно известно по большому счету только специалистам. Но в 19 веке это был прорыв. Технология, которая может многое объяснить. Простыми словами, это технология, которая позволяла делать копии медалей, барельефов и статуй. Выдержка из книги «Сборник работ и ремесел, полезных для детей различных возрастов», 1885 год. Цитирую. Гальванопластика. Около 30 лет тому назад общее внимание было обращено на некоторые прекрасные копии рельефных украшений. Эти копии были сделаны из меди и с точностью передавали все малейшие изгибы, тончайшие линии оригинала. А между тем ясно было, что эти копии не вылиты в форме, так как для этого они были слишком тонки. Они не были также выдавлены прессом, так как левая их сторона не была совершенно гладкая, а состояла из мельчайших зерен. Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что эти копии действительно были сделаны из мельчайших кристаллов меди, осевших на форму из жидкого раствора, который содержал в себе медь. Осаждение же было произведено посредством электричества. Эта работа так проста и требует так мало аппаратов, что читатели наши с очень небольшими издержками скоро научатся производить чрезвычайно точные копии с различных барельефов. Конец цитаты. Выдержка из книги «Физика и метеорология», 1860 год. Цитирую. Упомянем далее о гальванопластике, помощью которой получаются само собой снимки с мраморных бюстов с точностью, недоступной для руки человека. Конец цитаты. Выдержка из книги «Гальванизм в техническом применении», 1844 год. Под упоминанием «разлагательный сосуд» есть следующее примечание. Эти сосуды весьма годны для снятия копий с больших алебастровых слепков, как, например, генининговых в Лондоне, гравированных с подлинника Рафаэловых картинок, эльгинских мраморных памятников и тому подобное. Конец цитаты. К концу 19 века технология гальванопластики очень широко применялась, но даже в 1846 году эта технология была прописана в законах. В частности, при помощи ее запрещалось делать незаконные копии произведений искусства. Обращаю ваше внимание, что гальванопластика используется и в наше время. И сейчас есть даже сочетание гальванопластики и 3D-принтинга. Путем одного запроса в интернете вы можете найти множество подобных изделий из меди, которые с удивительной детализацией повторяют реальные предметы. Один из часто задаваемых вопросов в прошлом ролике, что использовали в качестве заливки формы для статуй. Выдержка из книги «Важнейшие открытия и изобретения по части наук и промышленности», 1861 год. Цитирую. Приготовление форм в настоящее время в гальванопластике для снятия форм с оригинала исключительно употребляют гуттаперчу. Вещество это по своим свойствам чрезвычайно удобно для подобного рода изделий. Оно легко размягчается от жара и в таком состоянии отчетливо оттесняет все очертания модели от одного легкого прижимания. Вследствие прижимания гуттаперча входит во все углубления модели и по охлаждению, благодаря своей эластичности, без труда отходит от нее. Конец цитаты. На другой странице в графе «Приложение гальванопластики» написано: в последнее время посредством гальванопластики стараются также приготовлять статуи больших размеров, делая предварительно отдельные части, а затем соединяя части в одно целое. Такое применение гальванопластики уже дало хорошие результаты, так что со временем оно заменит, может быть, собой совершенно настоящий способ приготовления статуй посредством отливания металла в формы из песку. Конец цитаты. Последнее предложение наиболее интересно. Выдержка из книги «Новейшая гальванопластика и гелиогравюра», 1896 год. Здесь описаны уже другие материалы, которые применялись в гальванопластике. Например, гипсовые формы, стеариновые формы, клеевые формы. Также описано ставшие уже традиционной гуттаперчевой формы и так далее. Вся информация с рецептурой и подробным описанием есть в книгах. Ссылки на эти книги вы можете найти в описании. Пожалуйста, не пишите в комментариях о том, что эти книги написали рептилоиды, чтобы скрыть правду. Все эти рецепты имеют практический смысл и могут быть проверены. А теперь я попробую доступно разъяснить, как с помощью гальванопластики можно отлить статую. Берем модель из воска, гипса или глины, опускаем ее в сосуд. При помощи гальванопластики ждем, когда модель покроется слоем меди. Вынимаем, даем композиции полностью высохнуть. Далее, обычно с нижней стороны, аккуратно выдалбливаем глину или гипс. В случае, если модель была сделана из воска, достаточно было нагреть композицию в печи, чтобы растопить воск. Таким образом, мы получаем форму с величайшей детализацией. Очень важно с этой формы, опять же при помощи гальванопластики, сделать столько копий, сколько в итоге будет статуй. Затем остается только заполнить эту форму или формы раствором. Это один из предполагаемых способов, которым подобные скульптуры возможно было сделать. Вполне допускаю, что этот процесс был немного другой, и это был секрет мастера.
Также хочу заострить внимание на том, что я ни в коем случае не хочу сказать, что это было сделать легко. Это очень непростая работа, требующая высокого мастерства. На отливку 10 скульптур высотой почти 5 метров действительно могло уйти 2 года. Особенно если учесть, что скульптуры получались не с первого раза. Теперь давайте поговорим по поводу того, насколько возможно из искусственного гранита сделать статую, и начну я немного издалека хронографически. Как я уже говорил, многие достижения Российской империи были заново «переоткрыты» в кавычках в Советском Союзе. Цитата из книги «Вестник комитета по изобретательству», 1935 год, под номером 178730, от 21 октября написано «Способ имитации мрамора и гранита». А это статья из газеты «Советская Сибирь», 26 января 1941 год. Цитирую. Этот материал заслуживает своего красивого имени. Он идет в фундаменты, из него делают отличные плитки для пола, тонких, мягких оттенков плитки. На некоторых блестят зерна гранулированного шлака. Прекрасная имитация гранита. В подвале завода управления Кузнецкого металлургического комбината есть лаборатория, где пробуют и испытывают все, что можно сделать из доменного шлака. В лаборатории можно увидеть плитки пробужденного гранита, известково-шлаковый и гипсошлаковый цемент, шлаково-бетонный камень и многое-многое другое. Доменный шлак льют слоями в котлованы, затем выламывают его, и этот камень заменяет бут. Но недавно группа инженеров предложила лить горячий доменный шлак прямо в котлованы. И этот поистине волшебный материал, остывая, принимает любую форму. Конец цитаты. И сейчас я вам открою тайну, откуда эта технология появилась в Советской России. Сейчас вам придется запомнить еще одно слово – скаглиол. В конце 19 века материал был очень распространен, и право на изобретение скаглиола в провинции передавалось всем желающим. Это было сделано с целью развития деревни. Скаглиол – это композитное вещество, состоящее из селенита, клея и натуральных пигментов, имитирующих мрамор и другие твердые камни. Материал может быть окрашен в цвета и нанесен на сердцевину, или желаемый рисунок может быть вырезан в предварительно подготовленную матрицу из скальолы. Отступы рисунка затем заполняются цветным, похожим на гипс композитом скальолы, а затем полируются льняным маслом для яркости и воском для защиты. Сочетание материалов и техники обеспечивает сложную текстуру и богатство цвета, недоступную в натуральных прожилках мрамора. И напоследок рецепт искусственного гранита из справочника Кустаря. Имитация гранита. Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свежеобожженной и истолченной известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1 извести. Известь гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь размягчают водой, затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и замешивают в тесто. Обе смеси кладут в металлическую форму, таким образом, чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь гранита с известью – внешнюю оболочку от 6 до 10 мм, смотря по толщине приготовляемого предмета. В заключение массу прессуют и придают ей твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществам служит железная руда и окись железа, которые смешивают горячими зернистым гранитом. Ну и, наверное, один из главных вопросов. Зачем нужно было придумывать байки про 150 камнетесов? Дело в том, что в то время был вполне определенный тариф оплаты дня работы одного человека, и смета с расчетом 150 камнетесов на 2 года позволяла значительно увеличить итоговую сумму этой работы. Возможно, у вас еще остались сомнения в том, что это не именно литье, а выдолбленные в камне фигуры. Чтобы эти сомнения развеять, нужно посмотреть на мелкие элементы пальцев ног, а также на характерные радиусы сопряжения у основания. Данные элементы практически невозможно вырезать из такого хрупкого материала, как гранит, зато они легко могут быть отлиты по форме. Возможно, возникнет вопрос: а почему же тогда фигуры немного, но отличаются? С одной стороны, основной задачей во время отливки фигуры из жидкой субстанции является то, чтобы этот раствор полностью заполнил форму. Что делали, если заполнение происходило не полностью? Правильно, смотрели допустимую толщину, и если сколы в кавычках достаточно большие, скульптуру браковали и разбивали на отливку новой. Если же сколы в кавычках небольшие, фигуру выравнивали и зашлифовывали. Даже идеально отлитую фигуру в любом случае пришлось зашлифовывать. Помните требования архитектора Стасова, чтобы поверхность фигур должна быть глянцевой. На этом все. Прошу вас голосовать за ролик, если он вам понравился. Также прошу подписываться на канал и на спонсорство. До следующего выпуска.